В окрестностях деревни Муромцы, что затерялось среди тихих лесов Псковской области, время течет размеренно и неспешно. Жизнь здесь подчинена простым природным законам. Весной земля оттаивает под плугом, летом наливаются соком луговые травы, осенью лес осыпается медью, а к зиме весь край замирает под тяжелым ватным покрывалом. Однако та осень выдалась странной, запоздалой. На старом заросшем пруду на окраине деревни лебединая пара вывела потомство слишком поздно. Обычно к сентябрю молодые птицы уже уверенно держатся на крыле и режут упругий воздух в учебных полетах. Но в этот раз 5 маленьких пуховых комочков появились на свет лишь к исходу лета. К октябрю они едва успели сменить серый младенческий пух на первое перо, а их неокрепшие крылья были не способны поднять тяжелеющие тела для многокилометрового перелета на юг. Когда стаи сородичей с протяжными трубными кличами уходили в низкое серое небо, семья осталась на воде. Отец-лебедь, крупный, настороженный, с гордой посадкой головы, и заботливая мать сделали свой выбор – не бросать потомство. Они остались на родине, надеясь на милость капризной северной природы. Поначалу зима благоволила смельчакам. Декабрь и январь прошли под знаком сырой оттепели, моросящих дождей и редких рыхлых снегопадов. Пруд не замерзал, сохраняя широкую полынью, где птицы находили остатки донных водорослей и мелкую живность. Местные жители иногда навещали семейство, бросали в воду зерно и удивлялись такой аномалии. Беда пришла внезапно с наступлением февраля. Арктический циклон принес с собой сухие трескучие морозы. Буквально за 2 ночи столбик термометра опустился ниже 25 градусов. Пруд сковало панцирем. Вода превращалась в монолитный лед прямо на глазах, с сухим стеклянным треском, сжимая кольцо вокруг птиц. К исходу 3-х морозных суток от полыньи остался лишь крошечный пятачок, где лебеди с трудом могли пошевелиться, отчаянно взбивая воду лапами, чтобы не вмерзнуть. Птицы поняли. Оставаться здесь – верная гибель. Утром деревенские жители наблюдали удивительную и щемящую сердце картину. По заснеженной колее, ведущей от пруда прямо к крайним домам муромцев, медленно двигалась процессия. Впереди важно и настороженно шел глава семейства. За ним, тяжело переваливаясь на коротких лапах по глубокому снегу, спешили 5 подросших серых лебедят. А замыкала строй мать. Перья их были покрыты инеем, птицы дрожали от непривычной стужи и усталости, но упрямо шли к людям, инстинктивно ища спасения там, где теплился дым печных труб. Село заволновалось. На деревенской улице собрался сход. Кто-то вынес вареную картошку, кто-то насыпал овса и пшена прямо на расчищенную дорожку. Птицы жадно клевали корм, но оставаться на ветру среди сугробов им было нельзя. Мороз крепчал, а ночью птичьи лапы неминуемо примерзли бы к насту, сделав лебедей легкой добычей для окрестных лисиц. Старосты и активисты начали звонить по инстанциям, набрали номер областного зоопарка, надеясь, что специалистов заинтересует судьба краснокнижных птиц. Разговор получился долгим, но безрадостным. На том конце провода вздыхали, сочувствовали, но в итоге последовал сухой и категоричный отказ. Мы бы рады помочь, но бюджет на содержание животных урезан до предела. Карантинных помещений нет, кормовая база рассчитана строго по головам. 7 крупных птиц мы просто не прокормим до весны. Обращайтесь в приюты или решайте на месте. В других организациях разводили руками. Спасательных центров для диких водоплавающих в округе не держали. Надежда таяла с каждой минутой, а сумерки уже начинали синеть над псковскими перелесками, обещая еще более лютую ночь. В этот момент вперед вышла Людмила, местная жительница. Человек она была деятельный, практичный и уважаемый. Людмила вела собственный ресторанный бизнес в соседнем городе-острове, привыкла принимать быстрые решения и брать на себя ответственность за других. Глядя на то, как взрослый лебедь укрывает крылом ослабевшего птенца, она не выдержала. «Хватит звонить по кабинетам. Замерзнут ведь, пока ответа дождемся. Забираю всех к себе.
Мужики помогли организовать переезд. Аккуратно, стараясь не повредить хрупкие крылья и не испугать птиц, лебедей погрузили на покрывало и перенесли на подворье Людмилы. Хозяйство у женщины было крепким. На просторном дворе стояла большая, капитально выстроенная теплица из толстого поликарбоната на прочном каркасе. Осенью ее утеплили, провели туда освещение и безопасный обогрев, чтобы содержать домашнюю птицу, кур, уток и индюков. Место внутри было с запасом. Пахло сухим сеном, опилками и зерном. Когда 7 диких гостей занесли внутрь и опустили на толстую пружинищую подушку из свежей соломы, лебеди сначала сбились в плотную кучу. Глава семьи предупреждающе зашипел, вытянув длинную шею в сторону любопытных кур, которые с кудахтаньем окружили невиданных исполинов. Но тепло сделало свое дело. Буквально через полчаса птицы расслабились, сложили крылья и начали неторопливо чистить заиндевевшее перо. Для Людмилы начались хлопотные, но удивительно светлые дни. Рацион для пернатых новоселов составляли с особой заботой. Ресторанный опыт помог быстро наладить поставку качественных продуктов. В больших тазах для лебедей запаривали зерновые смеси из пшеницы, ячменя и кукурузы, мелко рубили свежую капусту, морковь и кабачки, добавляли минеральные подкормки, творог и размоченную зелень. Воду в широких корытах меняли дважды в день, чтобы птицы могли не только пить, но и промывать клювы и глаза, как положено водоплавающим. Спустя пару недель настороженность сменилась полным доверием. Птенцы заметно прибавили в весе, окрепли. Их перья расправились и залоснились здоровым блеском. Подростки смешно переговаривались мягким гортанным курлыканьем, когда хозяйка входила в теплицу с очередными ведрами угощения. Взрослый лебедь перестал шипеть и позволял Людмиле подходить вплотную, осторожно беря кусочки овощей прямо из ее рук. Весть о лебединой гостинице быстро разнеслась по округе. Соседи заходили проведать спасенное семейство, дети приносили тертую морковь, а местные шутили, что у Людмилы открылся самый необычный филиал ее ресторанного дела с бесплатным пансионом и 5-звездочным меню для пернатых аристократов. Февральские метели выли за стенами теплицы, бросая в прозрачные скаты комья колючего снега. Но внутри царил сытый и теплый покой. Когда у Людмилы спрашивали, что она планирует делать с птицами дальше, и не думает ли подрезать им крылья или передать в питомник по весне, женщина лишь улыбалась и твердо качала головой. «Никаких клеток. Они свободные птицы, гости в моем доме. Будут жить здесь столько, сколько потребуется. В сытости, тепле и безопасности. А когда вскроются реки, растает лед на наших озерах, и они почувствуют в себе силу подняться в небо, я просто открою двери. Захотят остаться рядом, будем рады. Решат лететь своей дорогой, благословим их путь. Так посреди морозной зимы человеческая доброта и неравнодушие спасли 7 прекрасных жизней, доказав, что для настоящего сострадания не нужны специальные приказы и бюджеты. Достаточно одного горячего сердца.